В этом видео мы расскажем, что такое доверительное управление, какие виды доверительного управления бывают и как перейти на доверительное управление недвижимостью, ценными бумагами, активами и прочим имуществом. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое доверительное управление и когда оно необходимо? Доверительное управление – это процесс передачи активов во временное руководство другому лицу для получения финансовой выгоды. Владелец актива – это учредитель доверительного управления или доверитель. Вторую сторону, которая будет осуществлять управление, называют доверительный управляющий. Согласно законодательству, в доверительное управление могут быть переданы следующие объекты: предприятия, имущественные комплексы, недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, удостоверенные ценными бумагами права и другие. Доверительное управление подойдет тем, у кого нет достаточного количества времени и необходимых знаний для получения прибыли с активов, а также при отсутствии у владельца возможностей для управления, например, фактическое отсутствие на месте. Какие бывают виды доверительного управления? Топ 5 основных видов. Вид первый – управление деньгами. В этом случае денежные средства передаются другому лицу за вознаграждение, дабы их сохранить и приумножить в течение конкретного временного отрезка. В России в управление принимают суммы от 200 тысяч рублей. Если у вас нет этого количества денег, но есть меньшее, их объединят в пул. Схема работы с пулом такая же, как и с деньгами одного клиента, но стоит учесть, что личные пожелания в таком случае будут учитываться меньше. Пример пула, объединяющего денежные средства нескольких людей, это так называемые ПАМ-счета. Трейдер собирает деньги с инвесторов и проводит на бирже финансовые операции для получения прибыли. Часть полученной прибыли он забирает себе, часть отдает инвесторам. Не стоит забывать, что управление деньгами всегда сопряжено с рисками, а потому будет уместно задуматься об их диверсификации, работая с несколькими трейдерами или брокерами одновременно. Подробнее о том, что такое диверсификация, смотрите в одном из наших видео. Вид второй – управление недвижимостью. Доверительное управление недвижимостью проводится по такой схеме. Хозяин объекта подписывает договор с риэлторской фирмой. Агентство не ограничивается поиском съемщиков, а обеспечивает также своевременную уборку помещения, мелкий ремонт, оплату коммунальных услуг вовремя, соблюдение арендаторами условий договора. За эти манипуляции агентство забирает себе часть полученной прибыли, процент или фиксированную сумму. Чаще всего свою квартиру или дом под надзор управляющей компании отдают те, чье имущество находится вдали от их постоянного места жительства. Особенно актуальна эта услуга для курортных городов. В таких местах покупка недвижимости иностранцами изначально имеет цель дальнейшей сдачи с помощью управляющей компании. На нашем канале также есть видео, в котором подробно рассказывается, как инвестировать в недвижимость самостоятельно и быть в плюсе. Вид третий – управление имуществом. За объяснением, что такое доверительное управление имуществом, обратимся к Гражданскому кодексу. Там сказано, что это передача владельцам в доверительное управление своего имущества на заранее оговоренный срок. В законодательстве зафиксирован список вещей и прав, считающихся имуществом. Земельные участки, здания и сооружения, сырье, продукция, инвентарь, оборудование, права требования, права обозначения предприятия, его продукции, работ, услуг, названия фирмы, товарный знак и другое. Вид четвертый – управление ценными бумагами. Данный вариант представляет собой передачу ценных бумаг брокеру, который берется обеспечить доходность инвестиций. Ценные бумаги в это время находятся на бирже, в ее расчетном депозитарии, а брокер ведет учет их движения и отвечает за расчет и удержание подоходного налога. Отношения собственника и брокера регулирует федеральный закон о рынке ценных бумаг, в котором говорится, что управляющий не может и не должен гарантировать доходность от предоставления услуги. Управлять ценными бумагами могут инвестиционные компании, брокерские компании, частные управляющие активами. Доверитель имеет право самостоятельно избрать стратегию покупки-продажи ценных бумаг, а управляющий должен придерживаться этой стратегии. Также одной из популярных форм коллективного вложения средств является паевой инвестиционный фонд, ПИФ. Средства клиента фонда передаются в доверительное управление компании, а она, в свою очередь, вкладывает их в ценные бумаги, например, акции, облигации или другие активы. Подробнее о том, что такое ПИФы и как они работают, мы уже рассказывали в прошлом ролике. Вид пятый – управление активами.
Активы – это совокупность имущества и денег, принадлежащих компании, фирме, предприятию. К ним относятся здания, оборудование, автотранспорт, патенты, банковские вклады, авторские права и прочее. Может сложиться мнение, что разница между понятиями активов и имущества отсутствует, но согласно законодательству отличие есть. Оно состоит в том, что на имущество организация должна иметь документальное подтверждение, вне зависимости от наличия каких бы то ни было экономических выгод. Актив же обязан содержать в себе экономические выгоды, независимо от наличия юридических прав. В остальном доверительное управление активами похоже на управление имуществом. Как перейти на доверительное управление? Поэтапное руководство для новичков. Этап 1. Выбор управляющей компании. Управлять активами или имуществом может частный предприниматель, коммерческая организация, физлицо, не являющееся субъектом предпринимательства, или даже некоммерческая организация. Если вы решили передать в управление деньги или ценные бумаги, такую услугу вам способна оказывать лишь лицензированная брокерская компания или банковское учреждение. При выборе управляющей компании стоит обращать внимание на ее репутацию и срок пребывания в данном сегменте рынка, а также наличие публикации отчетности о доходах в открытом доступе. Кстати, в описании под видео приведен рейтинг наиболее надежных компаний, занимающихся доверительным управлением. Этап 2. Сбор документов. Вам понадобятся документы, подтверждающие сам факт владения капиталом, который передается в управление. Далее необходимо подготовить договор согласно принятой форме. Регистрируют доверительное управление на недвижимость в едином государственном реестре. Для этого нужно написать заявление в соответствии с правилами реестра. После этого госрегистратор проводит процедуру правовой экспертизы и может затребовать дополнительные документы. Если вы решили перевести на доверительное управление финансы или ценные бумаги, лучше иметь дело с лицензированной компанией. Если же у компании отсутствует лицензия, оформить сделку юридически будет затруднительно. Этап 3. Заключение договора доверительного управления. Договор доверительного управления не требует передачи прав собственности управляющему. Управляющий по закону обязан указывать свой статус при всех сделках. Максимальный срок документа доверительного управления – 5 лет. Договор лучше заключать с компанией-резидентом вашей страны проживания. Это упростит вам жизнь в случае разбирательства в суде. В договоре обязательно прописывается состав передаваемого управляющему имущества, официальное имя юрлица или физлица, в чьих интересах передаются права на управление, величина вознаграждения управляющему, стратегия управления, санкции за нарушение договора, длительность действия договора. Этап 4. Оплата услуг управляющей компании. В договоре указывается размер комиссии, процент от прибыли или фиксированная ставка. Стоит отдельно оговорить сроки предоставления отчетов о проделанной работе, сроки выплат и их регулярность, условия, при которых доверитель будет освобожден от выплаты вознаграждения. 5 советов по выбору управляющей компании. Совет 1. Сравните предложения разных фирм. Посетите офисы управляющих компаний, поговорите с менеджерами, поинтересуйтесь их годовой доходностью по доверительному управлению. Изучите статистику фирм за последние несколько лет. Уделите особое внимание прибыльности доверительного управления. Совет 2. Оцените качество аналитических услуг. Потому как компания проводит аналитику, можно судить об уровне ее работы в целом, что включает в себя и защищенность активов, отдаваемых в доверительное управление. Только при наличии актуальных данных компания может принимать качественные решения по управлению собственностью и делать это вовремя, что обеспечит стабильный доход инвестору и защиту его интересов. Совет 3. Оцените управляющую компанию по нескольким аспектам. Принимайте во внимание все значимые факторы. Общую величину активов, на которую у компании сейчас есть право доверительного управления. Информативность сайта, обновляется ли он, есть ли там аналитика, прогнозы, советы по тем или иным позициям. Наличие лицензии на оказание услуг. Совет 4. Оцените надежность управляющей компании. Надежность управляющих компаний оценивают рейтинговые агентства. Критерии оценки многочисленны. Чем лучше компания способна исполнять свои обязательства, договорные и финансовые, тем она надежнее и тем меньше рисков у ее клиентов. Низкий рейтинг управляющей компании – веский довод против сотрудничества с ней. Совет 5. Изучите клиентские отзывы об управляющей компании.
Даже если вы выбрали фирму с очень высокой оценкой надежности, поинтересуйтесь отзывами других клиентов. Глобальные рейтинги не учитывают многих значимых деталей, о которых пишут люди в своих комментариях. Доверительное управление – это не только шанс получить огромную прибыль, но и риск лишиться всего вложенного капитала или имущества. Риск прямо пропорционален возможному выигрышу. Поэтому всегда читайте отзывы реальных людей. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!